А что, если я скажу вам, что в самом сердце Крыма спрятана тайна, которую 67 лет скрывают от всего мира? 1958 год. Крым. Весна. Прошло всего 4 года с момента передачи полуострова из России в Украину, решение Никиты Хрущева, провозглашенное как символ дружбы народов. Тема деликатная, политически взрывоопасная. И вот именно в этот момент группа советских исследователей обнаруживает в глубине древней пещеры нечто такое, что ставит под вопрос всю официальную версию истории этих земель. Информация мгновенно уходит на вях. Сначала в Киев, затем в Москву. Доклад ложится на стол самого генерального секретаря. Хрущев изучает материалы и принимает решение молчать, закрыть доступ к пещере, засекретить все, запретить участникам говорить, похоронить правду до лучших времен, которые так и не наступили. Что нашли в глубинах Крымской пещеры, если правда оказалась опаснее лжи? Если вы хотите узнать всю правду, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик уведомлений. А в комментариях напишите свой город и время просмотра. Мне важно понимать, кто интересуется забытыми тайнами истории. Красная пещера. Врата в забытый мир. Кизил-Каба. На тюркском это Красная пещера. Известняк пропитан окисью железа. Стены кроваво-рыжие, особенно когда луч фонаря выхватывает их из темноты. Это крупнейшая пещера Крыма. 25 километров изученных ходов и более 150 метров глубины. Внутри течет подземная река. Есть озера с ледяной водой, водопады в вечной тьме. Температура 10 градусов, влажность 100%, темнота абсолютная. Снаружи вход просто расщелина в скале. Но стоит переступить порог, красота сменяется первобытным страхом. Холод въедается в кожу. Эхо искажает звуки. Голос возвращается чужим. Местные крымские татары веками обходили это место. Слишком много людей не вернулось. Ходили легенды о духах, о голосах из темноты, о следах древних людей. Но проверять никто не спешил. Первые серьезные исследования начались в 30-е годы. Энтузиасты составили схемы ходов, но несколько человек погибло при обвалах. Потом война. Пещеру оставили в покое до середины 50-х. Экспедиция, которой не должно было быть. В Москве приняли решение изучить крымские пещеры системно. Официальная цель – геологическое исследование, изучение подземных вод, картографирование. Стандартная работа. Но странности начались сразу. Почему в научную группу включили 3 военных офицеров? И почему руководителем назначили человека с безупречной репутацией и партийным билетом? Борис Николаевич Иванов, 43 года, доктор геологических наук, ведущий карстовед СССР. Больше 20 лет изучал пещеры по всей стране. Спокойный, методичный ученый. Весной 1958 года Иванова вызвали в Киев, предложили возглавить экспедицию. Он согласился, но при формировании команды появились вопросы. Геологи – понятно, спелеологи – логично. А зачем 3 офицера с инженерным образованием? Техническая поддержка, безопасность, отвечали уклончиво. Но для безопасности достаточно одного. Зачем 3? Иванов пытался уточнить, но разговор сворачивали. Представьте, вас назначили руководителем, но состав формируют без вашего участия. На вопросы отвечают формально, ничего не объясняя. Подготовка шла недели. Закупили современное оборудование, мощные фонари, приборы для замеров, буровые установки, фотоаппаратуру, рации. Все дорогое, бюджет в несколько раз выше стандартного. За дни до отъезда Иванову передали запечатанный конверт. Инструкция, техника безопасности, отчетность. А в конце странные формулировки. При обнаружении артефактов неизвестного происхождения немедленно информировать. Не интерпретировать самостоятельно. При выявлении объектов, не соответствующих ожидаемому строению, приостановить работы. Артефакты в геологической экспедиции Иванов перечитал дважды. Смысл угадывался. Они ищут что-то конкретное. Первое погружение.
Экспедиция прибыла в Крым в конце мая. Разбили лагерь, проверили оборудование. Офицеры изучали карты пещеры, переговаривались вполголоса. У них была своя задача. Первое погружение — группа из 8 человек. Иванов, 3 геологов, 2 спелеолога, 2 офицеров. План — пройти известные залы, оценить состояние. Они вошли ранним утром, холод ударил сразу. Фонари высветили красные стены, эхо разносило шаги. Первый зал, как в довоенных отчетах, высокие своды, сталактиты, озеро. Геологи брали образцы, никаких сюрпризов. Двинулись дальше. Коридор сужался, расширялся. Порода соответствовала ожиданиям. Известняк с железом, возраст миллионы лет. Все предсказуемо. Иванов почти расслабился. Возможно, странная инструкция — просто перестраховка, но на 3-й день все изменилось. Зал, которого не должно быть. Углубились дальше известных маршрутов. Спелеолог заметил узкий проход, трещину в стене, скрытую натеками. За ним еще один зал. Большой, не нанесенный на карты. То, что обнаружили внутри, потрясло. Зал размером с большую комнату 10 на 6 метров, высота свода 4 метра. Красные стены, неровный пол, обычная полость. Спелеологи начали осмотр методично. Один из офицеров, майор Соколов, обследовал дальнюю стену. Остановился, достал щетку, счищал глину с камня у основания. Иванов подошел. Под слоем глины проступили четкие прямые линии, не трещины, слишком ровные, высеченные человеческой рукой. Линии складывались в геометрический узор, ромбы, соединенные между собой. Осмысленно. Орнамент. Позвали остальных. Узор тянулся 2 метра, глубина сантиметр, края ровные. Работали не наспех. Геолог Петр Кравченко провел пальцем по линиям. Это точно не природное, кто-то делал вручную. Начали осматривать зал тщательнее. Находки пошли одна за другой. Артефакты из прошлого. Под слоем глины фрагмент керамики, размером с ладонь, край сосуда. Глина обожженная, узор из волнистых линий. Черепок потемнел, но форма сохранилась. Рядом еще 2 фрагмента от других сосудов. Керамика в пещере на такой глубине означала, люди бывали здесь давно, очень давно. Зал в 300 метрах от входа. Путь сложный, узкие проходы, скользкие спуски. Без фонарей и снаряжения пройти почти невозможно. Когда это было? Иванов изучил черепок. Техника примитивная. Лепка без гончарного круга, неравномерный обжиг. Бронзовый век. Этим черепкам 1000 лет. Дальше нашли костяную рукоятку, 8 сантиметров, обработанная с насечками. Каменный скребок, тщательно обработан сколами. Каждая находка усиливала недоумение. Как все это попало сюда? Зачем древние люди шли в глубину пещеры? Соколов молча фотографировал находки методично, профессионально. Иванов подумал, майор готовился к этому, словно знал заранее. К вечеру собрали больше 2 десятков фрагментов. Иванов составил отчет, отправил шифрованную телеграмму в Киев. Обнаружены артефакты человеческого происхождения. Предварительная датировка – несколько тысяч лет. Продолжаем исследование. Ответ через 2 дня. Краткий. Прекратить работы. Образцы отправить срочно в Киев и Москву. Режим секретности. О находках никому за пределами экспедиции. Иванов объяснил команде. Находка серьезная, работы приостановлены, ждем анализа. Никому ни слова. Геологи недоумевали. Зачем такая секретность вокруг древних черепков? Офицеры молчали. Они понимали больше. Дни тянулись мучительно. Команда в лагере ждала. Иванов нервничал. Почему дублирующий комплект в Москву? Что-то здесь не так. Подкрепление из Киева. Ответ через 6 дней. Конверт с грифом «Секретно». Экспедицию продолжить. Углубить исследования. Привлечь дополнительных специалистов. Усиленная охрана территории. О находках только утвержденному списку лиц. Материалы передавать ежедневно. Обычные находки не требуют усиленной охраны.
Обычные черепки не засекречивают. Через 2 дня прибыло подкрепление. 3 археологов из Киевского университета, историк, лингвист по древним письменностям и еще 4 военных. Теперь 7 офицеров на 12 ученых. Археологи в недоумении. Их вызвали срочно. Минимум информации. Прибыли, увидели состав. Зачем столько военных? Иванов показал находки. Старший археолог, профессор Юрий Ковалев, покачал головой. Ранний бронзовый век, 4-5 тысяч лет назад. Но в Крыму тогда не было культур с такой керамикой. Ближайшие аналоги — Кавказ, степи севернее. Как попали сюда, непонятно. Новые инструкции, группы работают совместно. Геологи изучают породу. Археологи ищут артефакты. Офицеры — безопасность. Каждая находка фиксируется. Ежедневные отчеты в Киев. Строгая секретность. Атмосфера изменилась. Теперь это засекреченная операция. Охрана по периметру, шифрованные сообщения. Запрет на переписку. Даже письма домой проверялись. Что могло быть настолько важным в древних черепках? Главный зал. Группы спустились в пещеру. Работали методично, сантиметр за сантиметром. Археологи расчищали пол, просеивали грунт. Геологи изучали стены. Офицеры фиксировали на камеру. Первый зал за 2 дня. Нашли еще керамику, обломок каменного топора. Ковалев. Артефакты разных периодов. Разница сотни лет. Люди приходили сюда неоднократно, долгое время. Зачем? Двинулись в неизученные участки. Узкие коридоры, скользкие спуски. Карты нет. Ориентировались по меткам. Через несколько часов еще один зал. Меньше, но с высоким сводом. Фонари не доставали до потолка. Посередине большой плоский камень. Не обломок, целый блок. Поверхность ровная, отшлифованная. Подошли ближе. Камень принесли сюда, порода другая. Вес около 200 килограммов. Перетащить без современных инструментов невероятно сложно. Ковалев провел рукой. Жертвенник, алтарь, ритуальное место. Через дни наткнулись на то, что перевернуло все. Узкий проход вел вниз под острым углом. 20 метров боком, прижимаясь к мокрым стенам. Полная темнота. Потом проход расширился. Иванов поднял фонарь. Луч ушел вперед, растворился. Не достал противоположной стены. Еще луч вверх, потолок не виден. Зал огромный. Включили все фонари. Масштабы поражали. 40 метров длина, 20 ширина. Высота свода 15 метров. Размером с 5-этажный дом. Массивные сталагмитмы, стены изрезаны натеками. В углу черное неподвижное озеро. Воздух тяжелый, пахнет древностью. Археолог Лебедев достал карту, изучил, покачал головой. Этого зала нет на карте. Вообще нет. Здесь должна быть тупиковая галерея, а мы стоим в зале больше всех известных в Кизил-Коба. Иванов проверил, Лебедев прав. Довоенные исследователи проходили тут, но зал пропустили. Как? Слишком большой, чтобы не заметить. Версия «вход завалим», обвал после довоенных экспедиций. Но Иванов вспомнил коридор, стены гладкие, без следов обвала. Проход существовал давно. Почему предыдущие не нашли? Случайность? Или зал скрывали? Стена с тайной. Соколов обходил периметр, фотографировал стены. Остановился у дальней. Подозвал Иванова. Светил фонарем. Смотрите, поверхность отличалась. Слишком ровная, гладкая. Участок метр на метр. Словно выровняли специально. Иванов достал щетку, счищал налет. Под грязью проступили линии. Четкие, прямые, высеченные в камне. Позвали археологов. Ковалев расчищал большой щеткой. Линии складывались в упорядоченный узор. Круги, ромбы, треугольники. Выбиты глубоко, 2 сантиметра. Края ровные. Это не природное, это сделал человек. Команда стояла молча. Узор означал, древние люди работали здесь, обрабатывали камень, создавали осмысленное. Ковалев продолжил.
Узор тянулся дальше. Волнистые линии, спирали, концентрические круги. Композиция продуманная, целостное изображение. Лебедев у противоположной стены позвал. Здесь тоже, еще участок с знаками, другой стиль, возможно, разные люди или время. Осмотрели зал систематически, обнаружили обработку камня в 7 местах. На стенах, на сталагмите, на полу под глиной. Все с узорами, линиями, знаками. Простые и сложные, но все рукотворные. Иванов стоял посреди зала, медленно поворачивался. Понимание приходило неотвратимо. Это не просто пещера. Это место использовали целенаправленно, долго, систематически. Святилище, храм, ритуальный зал. Масштаб работы впечатлял. Высечь узоры в твердом известняке примитивными инструментами – невероятно трудоемкая задача. Месяцы, годы работы, в полной темноте, сотни метров под землей. Зачем? Ковалев сфотографировал участки, сделал зарисовки, составил описание. Посмотрел на Иванова. Археологическое открытие века. Нужно немедленно сообщить в Киев и Москву. Иванов понимал, после доклада экспедиция окончательно перестанет быть научной. Слишком масштабная находка. Власти отреагируют быстро и жестко. Вечером составил подробный отчет, отправил шифрованной телеграммой в Киев с копией в Москву. Ответ через сутки. Короткий. Прекратить работы, никого не пускать в зал. Ждать комиссии из Москвы. Команда вернулась на базу, замерла в ожидании. Напряжение росло. Все понимали, нашли нечто, выходящее за рамки обычной археологии. Нечто, что может изменить представление об истории. Пока ждали, археологи получили разрешение документировать находки. Только фиксация, никаких раскопок. Ковалев с командой вернулись. Расчистили участок пола, сняли слой глины, просеивали грунт. Находки пошли сразу. Мелкие осколки керамики россыпью, десятки фрагментов. Ковалев собирал пинцетом, разложил осколки минимум 5 разных сосудов. Техника различается. Один фрагмент выделялся. Край сосуда с орнаментом. Узор выдавлен по сырой глине. Волнистые линии, ряды точек. Такой орнамент не встречается ни в одной известной культуре Причерноморья того периода. Ковалев перебрал в памяти все о древней керамике региона. Скифы, киммерийцы, тавры, греческие колонии. Нигде похожего. Ближайшие аналоги – Кавказ, майкопская культура, ранний бронзовый век. Как майкопская керамика попала в Крымскую пещеру? Дальше костяные изделия. Шило, игла тонкая, бусины отполированные, рукоятка ножа с насечками. Все качественно обработано. Лебедев у противоположной стены расчищал пол, вдруг замер. Позвал Ковалева тихо, срочно. Из-под слоя проступала ткань. Ткань. В условиях пещеры органика почти не сохраняется. Дерево гниет, кожа разлагается, ткань исчезает за десятилетия. А здесь фрагмент пролежал 1000 лет и остался различим. Фрагмент размером с ладонь. Цвет между серым и коричневым. Структура плетения отчетливая. Нити толстые, неровные. Ручное прядение. Материал растительный. Лен или конопля. Находка невероятная. Текстиль того периода почти никогда не сохраняется. Работа продолжалась 3 дня. Расчистили треть пола. Находок больше 100. Керамика, кость, камень, текстиль. Ковалев каждый вечер классифицировал, определял датировку. Чем дольше изучал, тем больше недоумевал. Артефакты – ранний бронзовый век, 4,5–5 тысяч лет назад. Но в Крыму тогда не было развитых культур с такой керамикой и обработкой материалов. Официально первые серьезные поселения появились позже – киммерийцы, тавры, греческие колонии. А находки указывают на присутствие людей с развитыми навыками гончарного дела, ткачества, обработки кости задолго до известных культур. Либо учебники истории неполные, и в Крыму существовала неизвестная ранняя культура,
либо это следы миграции из других регионов. На 4-й день начали расчищать дальнюю стену, ту, где нашли первые узоры. Ковалев хотел документировать композицию целиком. Счищали налет широкими щетками. Узор становился отчетливее. Геометрические фигуры складывались в сложную композицию. Круги внутри кругов, ромбы с линиями, спирали от центра. Лебедев работал в правой части, расчищал участок за участком. Вдруг остановился, посветил вплотную, позвал Ковалева негромко, с напряжением. Профессор подошел. Лебедев молча показал на стену. Там, где узор переходил в новую секцию, были высечены знаки. Не геометрические фигуры, знаки, ровные, одинакового размера, упорядоченные в строке. Письменность. Начали расчищать дальше. Знаков не 10, не 20, их были сотни. Стена высотой 3 метра, покрытая знаками, каждый размером с ладонь. Высечены глубоко, четко, ровными рядами. Строка за строкой, слева направо, как текст в книге, только вырезанный в камне. Ковалев водил лучом фонаря. Считал 23 строки, в каждой по 15-20 знаков. Больше 400 символов. Это не случайные царапины, это система, возможно, письменность. Лебедев обводил знаки пальцем. Некоторые повторяются. Вот этот в каждой 3-й строке. Система упорядоченная. Лингвист экспедиции Андрей Волков подошел ближе. Молодой специалист, кандидат по древним письменностям Кавказа. Его включили после первых находок керамики. Тогда казалось излишним. Теперь его присутствие обрело смысл. Волков достал блокнот, начал зарисовывать знаки. Аккуратно, один за другим. Работал молча, сосредоточенно. Зарисовал первую строку, перешел ко второй. Через час заполнил несколько страниц. Сел на камень, разложил блокнот, стал изучать, сравнивал знаки, искал закономерности. Наконец поднял голову. Это определенно не рисунки. Знаки стандартизированы. Каждый имеет четкую форму, повторяется. Это либо письменность, либо система символов. Может календарь, может счет, может текст, но точно не украшение. Ковалев спросил: «Можешь прочитать?» Волков покачал головой: «Не могу. Это не похоже ни на одну известную письменность региона. Ни греческая, ни латинская, ни руническая. Проверил древнетюркские руны, не совпадает. Армянская, грузинская тоже нет. Может, протописьменность или развитая система, которую мы не знаем? В истории полно примеров письменности, исчезнувших вместе с народами. Этрусское письмо не расшифровано, минойская линейная А – загадка». Волков посмотрел на стену. Может, это еще одна потерянная система? Иванов слушал, понимал. Находка выходит за рамки археологии. Артефакты можно датировать, но письменность – это прямой голос из прошлого. Если расшифровать, узнаем, кто эти люди, откуда пришли, что делали в пещере. Но нужны специалисты высочайшего уровня. И время. Иванов принял решение сделать максимально точные копии. Фотографии, зарисовки, слепки. Отправить в Москву и Ленинград в лучшие научные центры. 3 дня команда работала над документированием. Соколов делал фотографии с разных ракурсов. Волков зарисовывал каждый знак. Лебедев изготовил гипсовые слепки. Материалы упаковали в комплекты. В Киев, Москву, Ленинград, в Эрмитаж. Приложили описание. Иванов составил сопроводительное письмо. Сухо, без эмоций, факты. Но между строк читалась важность. Началось ожидание. Неделя, 2, 3. Из Киева. Материалы получены, передали специалистам, результаты позже. Из Москвы – молчание. Из Ленинграда тоже. Команда продолжала работу, но все понимали, главное открытие сделано. Стена с надписью «Ключ ко всему». Волков каждый вечер сидел над зарисовками, искал закономерности. Безуспешно. Символы оставались непрочитанными. Прошел месяц. Из Москвы телеграмма. Короткая. Надпись «Изучается». Предварительных выводов нет. Продолжайте исследование.
При новых находках сообщайте немедленно. Ни слова о версиях, просто приказ продолжать. Еще 2 недели. Экспедиция работала. Находки шли регулярно. Керамика, кость, камень. Академия наук Украинской ССР следила внимательно. Звонили каждый день, просили фотографии. Руководство понимало масштаб. Неизвестная древняя культура в Крыму, артефакты 5000 лет, нерасшифрованная письменность, сенсация мирового уровня. В Киеве готовили публикацию. Хотели объявить на международной конференции археологов через 2 месяца. Статья почти готова. Оставалось разрешение из Москвы. Но Москва молчала. Иванов пытался связаться с коллегами, что думают о находках. Прогресс в расшифровке. Отвечали уклончиво. Материалы изучаются. Выводы преждевременны. Ждите. Атмосфера напряженная. Команда чувствовала что-то не то, слишком долгое молчание. Слишком много секретности. Офицеры держались отстраненно, переговаривались вполголоса. Шифрованные телеграммы каждый день. Однажды утром, в конце июля, в лагерь прибыл военный грузовик. Из кабины полковник в форме, с ним 2 офицеров. Попросили Иванова в отдельную палатку. Разговор короткий. Экспедиция прекращается, немедленно. Свернуть лагерь за сутки. Все материалы упаковать, передать для отправки в Москву. Вход в пещеру опечатать. Всем подписать документы о неразглашении. Иванов попытался возразить. Работа в разгаре, находки уникальные. Прерывать сейчас, потерять возможности. Можно хотя бы закончить документирование. Полковник покачал головой. Приказ из Москвы. Не обсуждается. Экспедиция закрывается по соображениям государственной важности. Подробности не сообщаются. Иванов вышел ошеломленным. Что могло быть настолько опасным в древних символах на стене пещеры, что власти решили закрыть экспедицию в самый разгар? Что нашли в Кизил-Коба, если правда оказалась страшнее любой лжи? И почему древняя письменность, которой 5000 лет, стала угрозой государственной безопасности СССР? Закрытие экспедиции, когда приказ не обсуждается. Лагерь свернули за 18 часов. Работали молча, механически. Оборудование упаковали в ящики, образцы опечатали в металлические контейнеры. Каждый ящик получал номер и гриф «Секретно». Иванов наблюдал, как его экспедиция превращается в засекреченный груз. Ковалев подошел, спросил напрямую. «Борис Николаевич, что происходит? Мы на пороге открытия мирового масштаба. Эта письменность может перевернуть историю Крыма. Почему нас останавливают?» Иванов смотрел на вход в пещеру, туда, где стояли 2 солдат с автоматами. «Не знаю, Юрий Петрович. Сказали только государственная важность». К вечеру полковник собрал всех, достал папку. Каждый сейчас подпишет обязательство о неразглашении. Все, что видели в Кизил-Коба, государственная тайна. Срок секретности — 50 лет. 50 лет? Не выдержал молодой археолог Лебедев. Но это же научное открытие. Подписывайте, оборвал полковник. Когда Иванов подписывал, заметил мелкий шрифт внизу. Нарушение режима секретности карается по статье 75 УК РСФСР. Срок наказания до 10 лет лишения свободы. Ночью конвой выехал в Москву. Утром солдаты закрыли вход в пещеру, сварили металлическую решетку, опечатали. Выставили круглосуточный пост охраны. Команду развезли по домам отдельными машинами. Даже попрощаться не дали. Киев пытается бороться. В Киеве о резком закрытии экспедиции узнали не сразу. Академия наук Украинской ССР продолжала готовить публикацию. Планировали объявить об открытии на международной конференции через месяц. Директор Института археологии Петр Тростянский позвонил Иванову. Тот ответил коротко: «Экспедиция закрыта. Больше ничего сказать не могу». Тростянский связался с Москвой. Там ответили уклончиво: «Материалы изучаются. Решение примет специальная комиссия». «Какая комиссия?» — возмутился Тростянский.
Находки на территории Украинской ССР. Решение принято на высшем уровне. Оборвали его. Тростянский обратился к первому секретарю ЦК Компартии Украины Алексею Кириченко. Объяснил значимость находки. Неизвестная древняя культура, уникальная письменность, возраст 5000 лет. Кириченко позвонил в Москву, просил разрешения продолжить исследование. Ответ был жестким. Вопрос закрыт, материалы засекречены по решению товарища Хрущева. Обсуждению не подлежит. Хрущева, сам генеральный секретарь. Что увидел Хрущев? Никита Сергеевич изучал доклад лично. Фотографии керамики, зарисовки символов. Читал заключение «Культура возрастом 4-5 тысяч лет», не связанная с известными народами. Возможно, миграция с Кавказа. Хрущев был политиком, понял главное. Если культура пришла с Кавказа, значит, древнейшие жители Крыма не имели отношения ни к Украине, ни к России. Они пришли извне, а это подрывало официальную концепцию. В 1954 году передачу Крыма в Украину объясняли исторической общностью народов. Но если древнейшая культура пришлая, о какой общности речь? Хуже того, находка могла вызвать вопросы о самой передаче. Политические противники Хрущева могли использовать это. И самое опасное – неизвестная письменность. 400 символов на стене, никто не мог их прочитать. А вдруг там написано что-то противоречащее официальной истории? Хрущев принял решение быстро – закрыть, засекретить до лучших времен. Он подписал распоряжение. Материалы экспедиции передать в архив КГБ. Гриф особой важности. Публикация запрещена. Пещеру закрыть, обеспечить охрану. Судьба материалов. Контейнеры с находками прибыли в Москву и исчезли. Официально их передали в Институт археологии, но когда через год участник экспедиции обратился за материалами, ему ответили: такие образцы не поступали. Куда делись артефакты – загадка. По одной версии их отправили в закрытые архивы КГБ, по другой уничтожили. Но фотографии и зарисовки символов сохранились. Их изучали несколько специалистов. Один из них, профессор Сергей Колосов из Ленинградского университета, позже в частной беседе сказал: «Я видел эти символы. Они похожи на протошумерскую клинопись и древнеиндийское письмо. Если это письменность, то она древнее, чем все, что мы знаем о регионе». Но официального заключения не опубликовали. Колосову дали понять: тема закрыта. Участники молчат. 12 ученых подписали обязательство о неразглашении. Большинство молчало всю жизнь, боялись. 10 лет тюрьмы – серьезно. Но были те, кто пытался говорить. Лебедев через 3 года, в 1961 на закрытом семинаре упомянул о необычной находке. Не называл деталей. Через неделю его вызвали в управление КГБ. Беседа длилась 2 часа. Когда вышел, был бледный, руки дрожали. Больше о находке не говорил никогда. Ковалев перед смертью в 1974 году передал дочери запечатанный конверт. Открыть через 50 лет после моей смерти. Дочь выполнила завещание в 2024. Внутри зарисовки символов и записка. Это открытие века, которое мир так и не увидел. Борис Иванов дожил до 1989 года. В последние годы журналисты пытались выведать подробности. Он отвечал уклончиво. Да, была экспедиция. Да, находили что-то интересное. Но все материалы изъяли. Крым и политика почему молчали? История с Кизилкуба – пример того, как археология становится заложницей политики. Передача Крыма была политическим актом, и любые научные данные, способные поставить его под сомнение, засекречивались. Если бы находки опубликовали, это вызвало бы вопросы. Кто были древнейшие жители Крыма? Откуда пришли? Имеет ли Крым историческую связь с Украиной или Россией? В советское время такие вопросы были политически опасными.
История должна была подтверждать решение партии. Поэтому находки закрыли. Участников заставили молчать. Пещеру опечатали. Но самое интересное, пещера остается закрытой и сегодня. Кизил-Коба сегодня, что скрывают сейчас? Официально Красная пещера открыта для туристов с 1989 года. Но только первые залы. Глубокие участки, где работала экспедиция Иванова, остаются закрытыми. В 2003 году группа спелеологов попыталась пройти дальше. Их остановила охрана. Аварийно опасный участок, проход запрещен. Но один из спелеологов позже рассказал: «Мы видели металлическую решетку в глубине, новую, крепкую. Ее поставили недавно. Зачем перекрывать старые ходы, если они просто опасны? Обычно ставят таблички, а тут решетка с замком». В 2014 году, после возвращения Крыма в Россию, несколько археологов обратились в Министерство культуры с просьбой рассекретить материалы и организовать новое исследование. Ответ был коротким: вопрос на рассмотрении. Решение будет принято позже. Прошло 11 лет, решения нет. Почему? Что до сих пор скрывают в глубине Красной пещеры, если прошло уже 67 лет? Может быть, там действительно есть что-то политически опасное, что-то, что может изменить представление об истории Крыма и вызвать неудобные вопросы о том, кому принадлежал этот полуостров тысячи лет назад. Или правда настолько шокирующая, что ее продолжают прятать даже в 21 веке? Напишите в комментариях, как думаете, что скрывают в Кизил-Коба и почему пещера остается закрытой. Тайна письменности. Что пытались скрыть? Вопрос, мучивший всех участников экспедиции, что означают символы на стене. 400 знаков, высеченных в камне 5000 лет назад. Упорядоченные ряды, повторяющиеся элементы. Явно не случайные царапины. Система. Профессор Колосов из Ленинграда, изучавший копии в 1959 году, оставил записи в личном дневнике. Они всплыли только в 2010, после его смерти. Символы имеют поразительное сходство с протошумерской клинописью Месопотамии и ранними формами древнеиндийского письма долины Инда. Если это письменность, то мы имеем дело с культурой, которая либо мигрировала из Месопотамии через Кавказ, либо развивалась параллельно. Месопотамия, шумеры, инская цивилизация. Что общего у Крыма с этими древнейшими цивилизациями? На первый взгляд, ничего. Но археологи знают, в бронзовом веке существовали мощные миграционные потоки из Ближнего Востока через Кавказ в Причерноморье. Майкопская культура на Северном Кавказе имела связи с Месопотамией. Это подтверждено находками золотых украшений с месопотамскими орнаментами. А керамика из Кизил-Коба похожа на майкопскую. Версия первая. Миграция жрецов. Одна из теорий, обсуждавшихся в узких кругах, в пещеру пришла группа жрецов или беженцев из Месопотамии через Кавказ. Почему бежали? Войны, климатические катастрофы, религиозные конфликты. Они принесли с собой письменность, технологии изготовления керамики, ритуальные практики. Обустроили в глубине пещеры святилище, место тайных обрядов, недоступное непосвященным. Высекли на стенах священные тексты. Потом исчезли, либо вернулись, либо ассимилировались, либо погибли. Эта версия объясняет высокий уровень обработки материалов. Месопотамские технологии были самыми передовыми. Объясняет ритуальный характер зала. У шумеров храмы часто располагались в труднодоступных местах. Но не объясняет главного. Зачем уходить в холодную темную пещеру? Версия вторая. Подземный храм Солнца. Волков, лингвист экспедиции, перед смертью в 1987 году оставил записку. «Я думаю, символы связаны с астрономией. Повторяющиеся элементы могут обозначать циклы. Солнечные, лунные. Древние культуры часто создавали подземные святилища для наблюдения за небесными телами». В пользу этой версии говорит ориентация главного зала.
Группа независимых спелеологов в 2007 году, проникших нелегально, утверждает, зал расположен так, что в день летнего солнцестояния луч солнца через трещину в своде освещает именно стену с символами на несколько минут. Если правда, то пещера не просто убежище, а астрономический храм. Символы могут быть календарем. Но проверить невозможно, доступ закрыт. Что скрывают архивы КГБ? После рассекречивания части архивов КГБ в 1990-х годах несколько историков пытались найти документы о экспедиции. Официально их не существует, в каталогах нет упоминаний. Но в 2002 году произошла утечка. Бывший сотрудник архива передал журналистам копию служебной записки от 1958 года. По распоряжению товарища Хрущева материалы экспедиции изъяты и переданы на особое хранение. Доступ только с разрешения ЦК КПСС. Причина засекречивания. Находки могут быть использованы для ревизионистских интерпретаций истории Крымского полуострова, что противоречит политическому курсу партии. Ревизионистские интерпретации – жаргон, означающий любые версии истории, не вписывающиеся в официальную концепцию. Если древнейшая культура Крыма пришлая, месопотамская, кавказская, это разрушает миф об исторической общности Крыма с Украиной или Россией. Именно этого боялся Хрущев. Современные попытки. Что происходит сегодня? После 2014 года несколько раз поднимался вопрос о рассекречивании материалов. В 2018 году группа российских археологов направила запрос в Министерство культуры. Ответ через полгода. Вопрос на рассмотрении. Доступ к архивным материалам будет предоставлен после завершения экспертизы. Какой экспертизы? Кто проводит? Молчание. В 2021 году независимый историк Алексей Ковалев попытался получить доступ через суд. Требовал рассекретить документы на основании закона об архивах. Материалы старше 75 лет должны быть открыты. Суд отказал. Причина. Материалы содержат информацию, связанную с обороноспособностью и безопасностью государства. Обороноспособность? Черепки 5000-летней давности угрожают безопасности? Логика абсурдная. Но именно она позволяет держать находки в секрете. Теория заговора. Что если правда еще страшнее? В интернете ходят конспирологические версии. Самая популярная – символы не просто древняя письменность, а ключ к чему-то большему. Версия гласит, когда специалисты в Москве начали изучать знаки, они обнаружили совпадение с символами из других частей света – Месопотамии, Индии, даже Южной Америки. Это означало бы существование глобальной древней цивилизации задолго до известных нам культур. Если подтвердится, придется переписывать всю историю человечества, все учебники, все концепции. Более радикальная версия. Символы содержат технические знания, астрономические расчеты, математические формулы, может, схема устройств. Древние знали больше, чем мы думаем, и власти скрывают это, потому что такое знание опасно. Оно подрывает современную научную парадигму. Звучит фантастически? Да, но почему тогда находки до сих пор засекречены? Свидетели говорят, последние попытки узнать правду. В 2019 году журналист крымского издания взял интервью у Виктора Дублянского, академика, исследователя Красной пещеры с 1958 года. Дублянский участвовал в экспедиции Иванова, но не подписывал документов. Был спелеологом-консультантом. На вопрос о находках ответил осторожно. Да, была необычная находка. Керамика, символы на стенах, но я не археолог, не могу судить. Материалы изъяли, судьба неизвестна. Почему засекретили? Пауза, потом тихо. Политика, всегда политика. Тогда Крым только передали Украине. Любая информация о древней истории создавала вопросы. Власти решили молчать безопаснее. А сейчас можно рассекретить.
Дублянский усмехнулся. Можно, но кому это нужно? Чиновникам проще держать закрытым, чем разбираться. Открывать, брать ответственность. Закрыто, никто не виноват. Параллели с другими засекреченными находками. История Кизил-Коба не уникальна. В СССР регулярно засекречивали археологические находки, не вписывающиеся в официальную историю. Аркаим на Урале – древний город бронзового века, современник пирамид. Сначала хотели затопить при строительстве водохранилища, только протест спас памятник. Денисова пещера на Алтае. Найден новый вид древнего человека. Открытие 2008 года перевернуло представление об эволюции, но многие материалы до сих пор закрыты для независимых исследователей. Пор-Бажин в Туве. Загадочная крепость VIII века на острове. Кто построил, зачем, неясно. Раскопки идут, но публикуются выборочные данные. Система одинаковая. Находка, засекречивание, долгие годы молчания, частичное рассекречивание, но не полное. С Кизил-Коба то же самое. Находку закрыли в 1958. Сейчас 2025, 67 лет молчания. И конца не видно. Что можно сделать сейчас? Можно ли узнать правду? Теоретически – да, практически – сложно. Юридический путь – продолжать требовать рассекречивания через суды, запросы в архивы, обращение к депутатам. Долго, но легально. Научный путь – организовать независимую экспедицию. Но доступ закрыт, охрана на месте. Нелегальное проникновение – уголовное преступление. Общественное давление – поднять шум в СМИ, соцсетях. Чем больше людей узнает, тем сложнее властям игнорировать вопросы. Но главное препятствие – равнодушие. Большинству все равно, что там нашли 67 лет назад. Древняя история кажется неважной. А между тем под землей, за металлической решеткой в холодной темноте, хранится тайна, способная изменить наше представление о прошлом. Кем были древнейшие жители Крыма? Откуда пришли? Что написано на стене пещеры? Почему власти боятся этой информации даже спустя десятилетия? И самое главное, что еще скрывают в глубине Кизил-Коба? Может быть, стена с символами – только начало? Может, дальше, в неизученных участках, лежит что-то еще более невероятное? Что-то, о чем даже участники экспедиции 1958 года не успели узнать. А что, если там действительно есть продолжение? Что, если за металлической решеткой, которую поставили совсем недавно, скрываются новые залы с новыми символами? Залы, которые обнаружили уже в наше время, но немедленно закрыли от публики. Есть косвенные доказательства. В 2015 году группа спелеологов видела грузовики, поднимающиеся от пещеры ночью. Один из них позже рассказал знакомому журналисту. Машины были без опознавательных знаков, везли ящики, охрана не пускала даже близко. В 2017-м в местной газете появилась заметка о ремонтных работах в глубинных участках пещеры. Но какие ремонтные работы в зоне, закрытой для посещения? Кто их проводит? С какой целью? Официальных ответов нет. И это заставляет думать, а не продолжается ли история Кизил-Коба прямо сейчас? Напишите в комментариях, стоит ли продолжать борьбу за рассекречивание, или некоторые тайны лучше оставить погребенными навсегда. Судьбы участников. Как молчание сломало жизни. 12 человек подписали обязательство о неразглашении в 1958 году. 12 жизней, связанных одной тайной. Что с ними стало? Борис Николаевич Иванов, руководитель экспедиции, продолжил работу в Киевском университете, преподавал геологию, публиковал статьи, защищал докторские работы студентов. Внешне успешная карьера, но коллеги замечали, после Крыма он изменился, стал замкнутым, перестал участвовать в экспедициях, отказывался от предложений возглавить новые исследования, будто что-то сломалось внутри. В личном дневнике, который нашли после его смерти в 1989 году, он написал:
Я всю жизнь искал истину в камнях, но когда нашел нечто действительно важное, меня заставили молчать. Теперь понимаю, археология в нашей стране не наука, а политический инструмент, и я стал частью этого механизма. Юрий Петрович Ковалев, профессор археологии, пытался бороться. В 60-х годах несколько раз обращался в Академию наук с предложением возобновить исследования. Писал письма, собирал подписи коллег. Безрезультатно. В 1965-м его лишили должности заведующего кафедрой по сокращению штатов. Коллеги понимали, это месть за упрямство. Последние годы жизни Ковалев работал простым научным сотрудником в провинциальном музее. Умер в 1974-м от сердечного приступа. Перед смертью успел передать дочери конверт с зарисовками символов и запиской. Это открытие века, которое мир так и не увидел. Может быть, когда-то правда выйдет наружу. Андрей Волков, лингвист, всю оставшуюся жизнь пытался расшифровать символы по памяти. Каждый вечер зарисовывал знаки, сравнивал с известными письменностями, искал закономерности. Работал тайно, боялся, что КГБ узнает. В 1987-м, незадолго до смерти, оставил записку дочери. «Я потратил 30 лет, пытаясь понять, что значат эти символы, и так и не смог. Может, следующее поколение сможет». Молодой археолог Лебедев после вызова в КГБ изменился резко. Коллеги рассказывали, вернулся с допроса другим человеком, бледный, испуганный. Через год уволился из института, переехал в другой город, сменил специальность. Работал школьным учителем географии. Умер в 2005 году. Перед смертью сказал жене: «Я видел в той пещере то, что изменило бы историю, но меня заставили забыть, и я забыл». Остальные участники экспедиции молчали до конца. Кто-то по страху, кто-то из чувства долга перед государством, кто-то просто смирился. Но все они унесли с собой часть тайны, которую мир так и не узнал. Современный след. Что происходит сегодня? Казалось бы, история закончилась в прошлом веке. Участники умерли, документы засекречены, пещера закрыта. Но есть признаки того, что история продолжается прямо сейчас. В 2015 году группа независимых спелеологов попыталась проникнуть в закрытые участки Кизилкоба нелегально, ночью в обход охраны. Один из них позже рассказал знакомому журналисту с условием анонимности. «Мы прошли через туристическую зону и дошли до металлической решетки. Новая, крепкая. За ней темнота. Мы попытались открыть, но замок современный, электронный. Вдруг услышали шаги. Это была охрана. Двое мужчин в форме без опознавательных знаков. Они не кричали, не угрожали, просто сказали спокойно: «Вам сюда нельзя, уходите». Мы ушли. А что было дальше? Через неделю меня вызвали в полицию. Сказали, что зафиксировано нарушение режима охраны объекта культурного наследия. Предупредили: больше не лезьте, иначе будет уголовное дело. Я спросил: а почему там охрана? Это же просто пещера. Ответили: там опасно, обвалы возможны. Но я видел, никаких следов обвалов не было. Проход был чистый, укрепленный. В 2017-м появилась информация о ремонтных работах в дальних участках пещеры. Местные жители видели грузовики, которые ночью поднимались от входа. Везли ящики. Охрана не подпускала близко. Официального объяснения не было. В 2021 году Российский союз спелеологов провел повторное картографирование Кизилкоба. Использовали современное оборудование, точные приборы. Результат оказался неожиданным. Длина пещеры составила не 26 километров, как считалось ранее, а 24,5 километра. Куда делись недостающие 1,5–2 километра? Официальная версия: старые измерения были неточными. Новые приборы дали правильные данные. Но есть и другая версия. Часть ходов намеренно исключили из официальной карты, потому что там что-то есть. Что-то, что до сих пор держат в секрете. Что, если правда не в прошлом, а в настоящем? А теперь самое интересное. Что, если находки 1958 года только начало?
Что если в глубине пещеры действительно есть продолжение? Новые залы, новые символы, новые артефакты. И их обнаружили уже в наше время, в 2010-х годах. Но, как и в 50-е, немедленно засекретили. Косвенные доказательства есть. Металлическая решетка с электронным замком поставлена недавно. Ночные грузовики с ящиками в 2015-м. Ремонтные работы в закрытой зоне в 2017-м. Исключение части ходов из официальной карты в 2021-м. Складывается в логичную картину. Кто-то продолжает исследовать Кизил-Коба, тайно, без публичного объявления. И что-то находит. Может быть, новую стену с символами, может быть, захоронение, может быть, артефакты, которые окончательно подтверждают, древнейшая культура Крыма была пришлой, неизвестной, не связанной с современными народами. И это до сих пор политически опасно, потому что вопрос о Крыме – один из самых острых в современной геополитике. Россия, Украина, международное сообщество – все имеют свои версии того, кому исторически принадлежит полуостров. А древняя письменность в пещере может показать – никому. Крым принадлежал совсем другой цивилизации, которая пришла извне, оставила следы и исчезла. Эта правда никому не выгодна. Ни России, ни Украине, ни кому-либо еще. Поэтому ее продолжают скрывать. Философия молчания. Почему некоторые истины опаснее лжи? История Кизил-Коба заставляет задуматься о природе исторической правды. Мы привыкли думать. История – это наука. Археологи копают, находят артефакты, изучают, публикуют. Правда выходит наружу. Все честно. Но это иллюзия. История – это политический инструмент. Она служит не истине, а власти. Она должна обосновывать территориальные претензии, национальную идентичность, легитимность правительств. И когда археологи находят что-то не вписывающееся в официальную версию, это становится проблемой, потому что правда подрывает легитимность, а легитимность важнее правды. Поэтому находки засекречивают, ученых заставляют молчать, пещеры закрывают металлическими решетками. И самое страшное – это работает. Большинство людей даже не знают о существовании находок в Кизил-Коба, а те, кто знают, не могут ничего сделать, потому что система молчания построена так, чтобы быть неуязвимой. Документы засекречены, доступа нет, свидетели запуганы, говорить боятся, доступ к месту закрыт, проверить невозможно. Официальная версия ничего особенного не было, и эта система работает уже 67 лет. Открытый вопрос, а что если мы не хотим знать? Но вот что интересно, даже если бы материалы экспедиции рассекретили завтра, даже если бы опубликовали все фотографии, зарисовки, заключения, даже если бы открыли пещеру для независимых исследователей, изменилось бы что-нибудь? Может быть, нет. Может быть, большинство людей просто пожмут плечами. Ну, нашли древнюю письменность. Интересно, а что это меняет в моей жизни? Потому что для обычного человека древняя история – это абстракция. Она не влияет на зарплату, здоровье, семью. Она где-то далеко, в учебниках и музеях. А политикам выгоднее молчать, потому что любая правда о прошлом вызывает неудобные вопросы о настоящем. И получается парадокс. Тайну скрывают не столько власти, сколько наше собственное равнодушие. Потому что если бы миллионы людей потребовали рассекречивания, власти не смогли бы отказать. Но миллионы молчат, потому что им все равно. И может быть именно в этом настоящая трагедия истории Кизил-Коба. Не в том, что власти закрыли находку, а в том, что общество приняло это молчание как норму. Что мы можем сделать? Но есть и надежда. Каждое новое поколение задает вопросы заново. Молодые исследователи не боятся старых запретов. Технологии делают информацию доступнее. Сейчас утечку сложнее скрыть, чем в 50-е. Если вы дочитали до этого момента, значит, вам не все равно. Значит, вы один из тех, кто не хочет жить в мире удобной лжи. Что можно сделать практически?
распространять информацию, рассказывать друзьям, делиться в соцсетях. Требовать рассекречивания, писать депутатам в Министерство культуры. Поддерживать независимых исследователей, тех, кто пытается узнать правду. Не забывать, потому что забвение – лучший союзник цензуры. Может быть, через 10 лет, может, через 20. Но рано или поздно правда выйдет наружу, потому что правда всегда сильнее молчания. Последний вопрос, который останется с вами. Представьте, завтра открывают доступ к материалам экспедиции. Публикуют фотографии символов на стене пещеры. Лингвисты расшифровывают письменность, и там написано «что?». Что может быть настолько шокирующим, что власти скрывают это 70 лет? Может быть, там описание древней цивилизации, существовавшей до всех известных нам культур, цивилизации, владевшей знаниями, которые мы потеряли. Может быть, там карта миграции народов, показывающая, что современные этнические границы – полная условность, что все мы – потомки одних и тех же кочевников, менявших территории каждые несколько веков. Может быть, там религиозные тексты, противоречащие всем современным верованиям, показывающие, что древние люди видели мир совершенно иначе. А может быть, там вообще ничего особенного нет, просто список жертвоприношений или хозяйственные записи. И вся эта история засекречивания – просто бюрократическая перестраховка, разросшаяся до абсурда. Мы не знаем и не узнаем, пока не откроют архивы. Но одно ясно точно – где-то под землей, в холодной темноте Крымской пещеры, на стене высечены 400 символов, которые могут изменить наше представление о прошлом. И пока эти символы остаются скрытыми, мы живем в мире неполной истории, в мире, где политика решает, какую правду нам знать, а какую нет. А вы готовы принять правду, какой бы она ни была? Напишите в комментариях, если бы у вас была возможность спуститься в закрытую часть Кизилкоба и увидеть символы своими глазами, сделали бы вы это? Или некоторые тайны действительно лучше оставить нетронутыми?